Ера, 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 Ера. Привет, скажи привет. Оля. Отпущу. А может привет скажешь, потом отпущу, Ерка? Давай привет, Ера, привет. Привет. Наша маленькая сеньорита не хочет говорить на камеру всем привет? Да, всем привет. Доку! Ера! Привет, друзья! Мы немного пропали, так как были заняты нашими повседневными вопросами, оформлением документов и запуском нашего нового, интересного и очень вкусного проекта, о котором расскажем чуть позже в этом видео. К тому же с ребенком, который недавно научился ходить и теперь не сидит на месте и жадно постигает этот мир, сложно записывать ролики в прежнем ритме. Обо всем мы вам сейчас расскажем, так что не переключайтесь и смотрите наш выпуск до конца, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан, ставьте лайки и пишите нам в комментариях. Поехали! Ты пошел. Ера, идем будем снимать видео. Идем. Улица Санта-Фе перекрыта. Вот так, идя по делам в центре города, мы попали в эпицентр митингового шествия. В стране сейчас два лагеря. Те, кто поддерживают нового президента, либертарианца Милея, и те, кто против, пиранисты, киршнеевисты. Вот они сейчас и митингуют. Как правило, митинги здесь проходят без видимой агрессии, весело, задорно и креативно, во многом напоминая элементы карнавального шествия. Но бывают и исключения. А еще около кладбища Реколета случайно стали свидетелями, как полицейские останавливают буйного бездомного. Это, пожалуй, исключительный случай, потому что просто так их никто не трогает. Ну, наверное. А это фестиваль еды, который здесь проходил в апреле, и где было очень и очень много мяса. Вообще, такие мероприятия в Байресе проходят достаточно часто. Пришли на фестиваль еды. Делают шаурму. Надеюсь, когда-нибудь мы тоже будем участвовать в таком фестивале. А, эту шаурму, кстати, мы ели. Хорошо делают. Вот такие сэндвичи. В общем, как видите, народу очень много. Все сидят, стоят, едят, отдыхают.
Чайна-тауны есть во многих городах мира. Есть такое и в Буэнос-Айресе. Здесь можно погрузиться в восточную атмосферу и насладиться блюдами китайской, японской и других азиатских кухонь. Также в Чайна-тауне есть множество китайских супермаркетов, где можно купить товары с Дальнего Востока, от традиционных китайских продуктов питания до сувениров. Но сразу скажем, что цены тут не дешевые. Сегодня в Байресе ясная солнечная погода, середина мая, но на самом деле уже не так уж и тепло. С утра плюс 6, плюс 8, в середине дня где-то может быть плюс 15, бывает и потеплее, а бывает и нет. Вот, поэтому уже холодает, потому что здесь заканчивается осень и скоро наступает зима. Мы сейчас направляемся в суд. Мне пришло сообщение, сентенция. Это, как правило, означает положительное решение по делу. Посмотрим, что нам скажут. У Джульетты, как вы знаете, другой суд. Дело движется в другом ритме. Запросы не всегда одинаково нужные, они просят. Ну, в общем, посмотрим. Мы все ее документы сдали, и теперь, по идее, ждем, когда дело передадут прокурору, чтобы он принял решение. Вот. Так что надеемся, что сегодня мы получим максимально приятные для нас новости. Вот здесь располагаются суды, куда мы ходим по нашим делам о гражданстве. Ну что, друзья, мы вышли из суда. За это время немножко появляются облака, но я надеюсь, что солнечная погода нас не покинет. Дела движутся хорошо, у меня уже полное завершение дела. В течение недели, может быть, чуть больше, должны полностью все завершить и назначить дату клятвы. Это уже, соответственно, день, когда ты вступаешь в гражданство Аргентины. У Джульетты дела тоже идут хорошо. Дело уже передали прокурору и ждем, соответственно, его положительного решения. Единственное, у Джульетты 5-й суд, такой не самый легкий, скажем так, и судья требует сдавать экзамен на знание испанского языка. Но, как говорят, не все так жестко и ужасно. Экзамен носит по большей степени такой формальный характер. Задаются такие обычные вопросы: как тебя зовут, чем ты занимаешься и так далее. Вот, я думаю, на таком бытовом уровне можно ответить. Ну, кроме того, мы уже кое-как разговариваем на испанском, у Джульетты тоже это неплохо получается, поэтому, я думаю, не должно быть никаких проблем. В общем, вот так вот, друзья.
на вокзале Ретира. Сейчас хотим взять билеты. Билеты не нужны, можно оплатить картой Субы. Приехали уже в Тигре, выходим в город. Выходим в Тигре. Вот и мы тоже добрались до Тигре. Если кто не знает, это пригород Буэнос-Айреса, считается такой аргентинской Венецией. Расположен на берегу реки. И здесь очень красиво, очень атмосферно, очень много красивых мест. Всем привет! К сожалению, в последнее время не получается снимать много роликов в связи с большой загруженностью нашей, потому что мы открыли дагестанскую кухню в Буэнос-Айресе. Это первая и пока единственная кухня во всей Аргентине. Вот, поэтому, кто сейчас в Буэнос-Айресе, хотите отведать дагестанской кухни, можете у нас заказывать, мы укажем наши контакты. Вот такие вот у нас новости. Да, до этого мы сняли небольшой рилс. Если кто не видел, то вам напоминаю. Или шортс. Или шортс. А, да, шортс. Как называется в Да, в Инстаграме рилс, а здесь шортс, точно. Да, мы уже как пару месяцев работаем, всем нравится наша еда, поэтому пока в формате доставки, возможно, в будущем обретем еще в каком-нибудь другом формате. И еще важная новость. 30 июня в это воскресенье мы принимаем участие в ярмарке фестиваля «Аврора», которую организует здесь в Байресе наше русскоязычное сообщество. Полную информацию о ярмарке вы найдете по ссылке на экране. Приходите обязательно, чтобы отведать наши вкуснейшие афарар и весело провести время. Тигре – это живописный район, расположенный к северу от Буэнос-Айреса. Популярное место для отдыха среди жителей столицы и туристов.
Согласно одной из версий, название тигры связано с ягуарами, которые раньше водились в этой местности. Ягуаров называли тиграми, наверное, вероятно, по ошибке или ввиду внешнего сходства. Со временем это название закрепилось за городом и стало его официальным названием. Пригород Тигры в Буэнос-Айресе был основан в 1820 году, после того, как наводнения уничтожили другие поселения в этом районе. Тигры стал важным портом и местом отдыха, привлекая жителей столицы своей природной красотой. Да. Лодка такая. Погода сегодня шикарная. Вообще не холодно, ветра нет. Мы думали, что будет ветер, холодно. El bombo y los platillos, más quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopé. Отдельно стоит отметить музей искусств Тигры. Он расположен в здании, которое изначально было клубом для встреч высшего общества и построено на берегу реки Лухан в начале 20 века. Здание было спроектировано архитектором Валентином Альсином. В 2006 году здание было реставрировано и превращено в музей искусств, где сегодня выставляются произведения аргентинского искусства XIX и XX веков. Архитектура здания невероятно красивая и сказочная, которая впечатляет с первого взгляда. Интерьер здания, говорят, тоже очень красив и роскошен, но, увы, мы туда не смогли попасть, так как были там в будний день и музей не работал. В общем, первая наша поездка в Тигры нам очень понравилась, и мы обязательно еще сюда вернемся.
А на сегодня это все. Мы рады, что вы ничего не пропустили и досмотрели наш выпуск до конца. Увидимся в ближайшее время. Nos vemos, amigos!